Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о сразу двух очень интересных новинках от компании SimGod. Приходят они в небольших приятно оформленных коробках, одна серебристая, а другая черная. Вверху на обоих коробках есть небольшой логотип компании и название этой новой модели EW300. В черной коробке находится обычная версия с кабелем на 3.5, а в этой с кабелем DSP, то есть с ЦАПом. А тут указаны все технические характеристики и находится график частотной характеристики этих наушников с таргетом от SimGod и знакомый нам всем Harman Target 2019. И за звук в этих наушниках отвечает удивительная связка. Динамический драйвер диаметром 10 мм, планарный излучатель диаметром 6 мм и дополняет все это дело пьезоэлектрический керамический драйвер. Чувствительность составляет 121 дБ с использованием серебристого звуковода и 119 при использовании золотистого звуковода. И они получили сопротивление в 28 Ом. И на удивление наушники довольно непростые на раскачку. Учитывайте этот момент, так как они реально нуждаются в хорошем таком усилении. А теперь давайте рассмотрим комплектацию и отличия обычной версии от DSP. Совершенно одинаковые кейсы для хранения наушников. Точно такие же одинаковые наборы силиконовых амбушюр. Инструкции и сертификаты качества. Кабель для наушников с коннектором 2 пин и DSP с подключением Type-C для смартфона. И знакомый нам всем кабель, который идет с обычной версией наушников с коннекторами 2 пин и штекером на 3.5 джек. Сменные звуководы для тюнинга звука, серебристые с настройкой SimGod 2023 и золотистые с настройкой Harman 2019. И в обоих случаях тут имеются уплотнительные колечки, красные и фиолетовые, и дополнительный набор спонжей. И вот они наушники с довольно интересным оформлением, которое выбрано тут неспроста и относит нас к сериалу «Любовь, смерть и роботы», что довольно необычно, да? Наушники с черным порошковым напылением идут в комплекте с кабелем DSP, а эти хромированные идут с обычным кабелем на 3.5. И знаете, лично мне черные нравятся даже больше. У них приятное шероховатое такое покрытие, и самое главное, что они не собирают отпечатки на себе, в отличие от хромированного варианта. Хотя, безусловно, все это дело вкуса, и может кому-то из вас хромированные нравятся даже больше. Но в остальном тут все абсолютно одинаково. На лицевой части есть крест и небольшой логотип компании SimGod, а тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения уже кабеля. И имеется первое отверстие для компенсации, а на внутренней части находится надпись EW300 с маркировкой канала и дополнительное отверстие для компенсации, которое расположилось рядом с этим небольшим звуководом. И у него есть защитная сеточка и небольшой выделенный бортик для лучшей уже фиксации амбушюр. И сидят эти наушники в ушах отлично, есть достаточно хорошее прилегание к уху и в целом очень удобная посадка, несмотря на не самый длинный звуковод. Единственное, что кабель тут в комплекте тонковат, и мне кажется, пора бы уже все-таки обновить его и положить более солидный вариант. Но благо купить сейчас любой другой кабель это не проблема, и думаю, каждый найдет подходящий вариант для себя. А я лично слушал наушники с этим стоковым кабелем и использовал амбушюры Tanzu Sankai. Но сюда также без проблем подойдут и различные другие амбушюры, будь то это Divinus или EPZ M100, которые мне также очень нравятся, а в качестве источников я, как обычно, пользовался ЦАП-усилителями от Topping и прослушивал эти наушники в основном именно с ними. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники SimGod EW300 и, конечно, сравним их с SimGod EW300 DSP. И вот так выглядит график частотной характеристики у обычной версии с использованием серебристого звуковода, и эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с очень аккуратным переходом на средние частоты и практически четко по моему таргету акцентом на верхней середине. Да, его, конечно, больше, чем я бы хотел получить, но тем не менее, еще все-таки он находится в рамках нормы лично для меня. Ну а дальше мы видим
небольшой пик на 13 кГц и уже после плавное затухание после 15 кГц. И в целом по тюнингу, думаю, тут все и так понятно. В отличие от предыдущих моделей, как EW200 и EA500, здесь нам немного отбалансировали все-таки звучание, уведя эту модель в более теплую сторону, добавив баса и немного нижней середины и прибрав область верхней середины, за счет чего наушники на слух теперь не звучат так резко и энергично. И самое главное, что общая подача тут стала куда более полновесная и правильная по тембрам. А вот уже с золотистым звуководом мы получаем еще больше баса, еще больше нижней середины, и тут заметно так смещается пик на 3,5 кГц, что немного отходит от таргета Harman, но вот лично мне такое смещение на слух даже нравится больше. Я об этом не первый раз говорю, так как тембры становятся более правильными и естественными по восприятию, и как по мне, золотистый вариант звуковода как раз отлично подойдет для любителей послушать современные жанры, будь то это трэп, электроника, хип-хоп, поп-музыка и все в таком духе. А вот использование уже серебристого звуковода подойдет уже как раз для любителей более тяжелых и перегруженных и даже очень быстрых жанров, будь то это металл, рок или инструментальная музыка и все остальное, что вы только можете найти в своей библиотеке. Да и в целом с этим звуководом звучание становится попрозрачнее, поэнергичнее, пускай менее тепло, чем с золотистым звуководом, но я уверен, кому-то оно точно будет больше по душе. Тут опять же, все будет зависеть в первую очередь от музыкальных жанров, которые вы собираетесь прослушивать на этих наушниках. Но меня лично радует, что они в целом получились всеядными, и справиться даже с более тяжелой инструментальной нагрузкой они смогут без проблем, не уйдя в какую-то кашу даже на высокой громкости, а отыграв все быстренько, технично и при этом детально. А вот версия с DSP уже на удивление имеет на пару децибел меньше усиления низких частот, примерно на плюс-минус том же уровне усиления верхней середины, но еще поменьше высоких частот. То есть в целом они звучат также сбалансированно, комфортно, но уже чуть менее воздушно и прозрачно. Да и понятное дело, что цапик там скорее всего стоит совершенно обычный, недорогой и используется, так скажем, как быстрый вариант, когда у вас нету ничего лучше под рукой. То да, им можно пользоваться без проблем. А если вы уже более прошаренный аудиофил и понимаете, зачем вам ЦАП, усилитель, то просто покупаем хороший балансный кабель, либо со штекером на 3.5 джек и спокойно уже слушаем эти наушники на своем хорошем и мощном источнике с аналоговым подключением. И как видите, бас подтягивается и высокие частоты встают как надо на место. И на графике это как раз вот тут хорошо видно. А вот теперь давайте разберем звучание этих наушников по порядку. Низкие частоты тут действительно хороши по сравнению с другими бюджетными моделями от Simgod. Их тут очень заметно так подтянули до уже реально отличного количества, которого должно хватить большинству слушателей. И по восприятию это уже по-настоящему такой смелый, достаточно напористый и массивный динамичный бас с хорошей слышимостью текстуры и сатурации, да и более четкое воспроизведение дисторшена у гитар находится тут на куда более высоком уровне. И что самое главное, есть тут уже и более заметный и хорошо так надутый объем басовых нот и вполне бодрая и выраженная начальная атака, чтобы бас не звучал как-то размазанно на удар. Я, конечно, вам не скажу, что он прям рекордно супер быстрый, но так как за низкие частоты тут отвечает динамический излучатель, то все выполнено, знакомо и узнаваемо. А вот средние частоты тут хороши, я бы их описал так. Достаточно плавные в передаче вокальной части с хорошим насыщением и небольшой облегченностью на нижней середине при использовании серебристого звуковода. Тональность тут аккуратная, довольно сдержанная, за счет чего эти наушники не звучат излишне утомительно, резко и ярко. Если вспомнить те же EW200 или EA500, то тут совершенно другое дело. Более сбалансированный и уже, так скажем, допиленный ближе к идеалу тональный баланс. Да, эта настройка, конечно, по-прежнему не относится к супер нейтральной стороне, но тем не менее с золотистым звуководом мы получаем более теплое и полновесное звучание.
С серебристым более легкая, прозрачная и энергичная. И тут я бы советовал хорошенько отслушивать вам знакомые для вас разные музыкальные композиции и просто искать, определяться, что вам в итоге больше по душе. Причем желательно это делать, как я, записывая впечатления где-нибудь, а потом переслушивать еще раз, пока вы точно не определитесь с тем, что вам больше понравилось и на чем вы реально сейчас вот готовы остановиться. Я порой слушал день с одним звуководом, день с другим, и лично мне нравится звучание и с тем, и с другим. Оно заметно отличается, где-то одно заходит лучше, где-то другое, но думаю, что для себя я бы все-таки оставил именно золотистый звуковод. Так и тембры на верхней середине у ударных барабанов более привычнее мне становятся, но и звучание на выходе получается более теплым, насыщенным и чуть более увесистым. Пускай и с чуть меньшей прозрачностью на высоких частотах, но лично мне ее и так хватает тут с лихвой. Да и с количеством воздуха тут не перебор, за счет чего наушники звучат определенно куда более естественно и натурально, чем предыдущие модели, без какого-либо металлического тембра и резкости, но скажу, что на свой слух я, конечно, сразу слышу работу других излучателей здесь. Но тем не менее я отмечу, что когерентность драйверов тут нормальная, очень даже, учитывая, что это 3-брит. А высоких частот количественно, на мой вкус, тут прям оптимально. Вот знаете, уже больше будет перебор, а так вот в самый раз. Так как можно и послушать их на выше средней громкости, и вам не захочется сделать эти наушники тише, из-за того, что вы словите какие-то агрессивные сибилянты. И эти наушники, в отличие от предыдущих моделей, будут куда менее восприимчивы и критичны к качеству записей. Особенно вот при использовании золотистого звуковода. Есть тут некая гладкая аналоговость, за счет чего все эти моменты в треках просто не мешают и не отвлекают вас при прослушивании. То есть даже если вы возьмете, условно говоря, точно плохо записанную или сведенную композицию, то можно сильно не переживать. Наушники не превратят ее не пойми во что и вполне себе нормально отыграют, так как техника и аналитика тут находятся на очень даже хорошем уровне. Конечно, не на каком-то супер рекордном, но на нормальном, уверенном, с хорошей детализацией тарелочек и отличной слышимостью различных послезвучий и микронюансов. А вывод у меня получился таков. Simgot EW300 и EW-DSP это действительно отличные наушники и с немного другой концепцией звучания, в отличие от предыдущих моделей компании. Здесь нету той самой агрессии на верхней середине и резкости на высоких частотах, здесь мы имеем куда более сбалансированное и при этом сохраненное драйвовое звучание с достаточно теплой тональностью средних частот, и самое главное, что слушать эти наушники уже можно долго и без какого-либо утомления при прослушивании. И от себя эти наушники я вам определенно смело рекомендую. Обычная версия подойдет уже настоящим аудиофилам, а версия с кабелем DSP будет хорошим выбором уже для геймеров или тех, кто использует только смартфон для прослушивания. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр. С вами был IC Genius. Всем удачи и пока.